Приветствую вас. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Здравствуйте, зрители. Сегодняшний вебинар будет посвящен тому, как лучше получить, вернее, глубже опыт грах, пробудить их в себе, получить больше каких-то практических рекомендаций. Хорошо. И первое, что хотелось бы попросить, чтобы вы рассказали, это вот в одном видео на YouTube вы говорили по поводу, сколько нужно медитировать, да, и там прозвучала фраза, что где-то 14 минут, вот, и это, возможно, хорошо, когда человек мастер, он берет и за 14 минут это самое проходит, вернее, пробуждает опыт этих всех грах, вот, но если человек новичок, у него ничего не пробуждено, и 14 минут кажется вообще несерьезным. И вот хотелось бы прояснить ситуацию, все-таки, как пробудить опыт грах, не выходя из дома, не делая какие-то действия в социуме, просто вот коврик, человек скрестил ноги, закрыл глаза и пробудил опыт 9 грах. Новичок. Ну, понятно, да. Не опытный мастер, а новичок. Которых, может быть, первый раз о них услышал. Да? Тут есть два очень важных акцента или условия. Одно вы сказали, что это человек новичок. Второе вы сказали, что не выходя в социум, это как бы, вы говорите, как минус, будто бы в социуме можно опыт грах получить. Но на самом деле активность любая, а социальная тем более, она мешает опыту грах. А еще, помимо того, что это начинающий, как скажем, практик, второй важный момент, какой именно опыт ему нужен и для чего. Чтобы вы поняли, что я имею в виду, по аналогии с тренировкой не сознания, где мы осознаем грахи, а с тренировкой тела. Вот одно дело, вы спортсмен, и вы тренируетесь по 2, по 4, а может быть по 6 часов в день. Другое дело, вы, например, там, спецпризначенец, воин какой-то особого назначения. Вы тренируетесь тоже очень много, и это ваше основное задание, вам нужно держать тело в форме. И это позволит вам выжить и эффективно выполнять свои функциональные действия. Вот. А другое дело, вы, например, программист, вы сидите весь день за столом, программируете, и вам нужно просто поменять обстановку, размяться, избежать каких-то там остеохондрозов, что там еще может болеть, боли в спине, голова болеть, там, вот. И поэтому сколько нужно делать, допустим, физические упражнения. Это зависит от того, какова ваша цель и какое именно состояние вы хотите получить. Если просто быть здоровым, то можно чуть-чуть. Если хотите показывать какие-то фокусы с телом, магические какие-то волшебные, невозможные, как их назовем, достижения, тогда это совсем другое. Поэтому вот пока мы не знаем, зачем нам нужен опыт грах, мне трудно сказать, как практиковать, сколько по времени. И вы упомянули мое видео, там, где было сказано, что нужно делать практику грах 14 минут. Но это как бы минимум. То есть, если у меня, допустим, есть 7 мышц или 7 каких-то там нужных мне упражнений, то я делаю каждое упражнение 2 минуты или на каждую мышцу по 2 минуты, и получается 14. Вот. Но если у меня много времени, можно сделать по 3 минуты, и получается уже 21, по 5 минут, и получается 35 минут. Вот. Просто почему я говорю, что это от 15, скажем, до 30 минут? Во-первых, есть уже сложившиеся, скажем, рекомендации по духовным практикам, такие как созерцание высших сил. Допустим, есть трансцендентальная медитация Махариши, ее рекомендуют делать 20 минут. И вот слышали, такой принцип есть программы помидора, томата и рекомендация менять активность. Не слышали? Нет? Но слышали о таком, что это принцип, да, это даже закон. Если человек долго делает одну деятельность, он теряет эффективность, и нужно время от времени эту деятельность менять. Такое вы слышали? Да, есть такое. Да. А через какое время нужно менять? Каждые 5 минут? Каждый час? Каждые 3 часа? Когда нужно менять деятельность? Вот не могу сказать. С одной стороны, вот человек копает яму, так? Он должен копать очень глубоко до воды. А если он будет каждый день новую яму начинать, он ни до что
не докопаем. А почему новую яму? Почему не сделать перерыв в копании ямы? Это так называемый перекур, а у кого-то перекус. Перекусить, перекурить и потом копать ту же самую яму. Почему нужно новую начинать? Это было правильно, если бы наша жизнь была, ну, по сути, бесконечна. А за нашу жизнь надо кое-что успеть все-таки сделать. Да, да. И поэтому нужно быть эффективным. Нужно иметь максимальный КПД. Нужно за минимальное время сделать максимальное. И не делая перерывы в копании ямы или в чем-то другом, или в написании программ, вам будет казаться, что вы потратили весь день на написание программы, а жизнь коротка. На самом деле, не делая перерывы, вы напишете программу хуже. Она будет с ошибками, вы будете переписывать, вы вообще идете не туда. Поэтому как раз потому, что жизнь ограничена. Время не бесконечное, нам нужно быть эффективными в использовании времени. И этот принцип известен во многих традициях, философиях, и даже современная наука о нем говорит, что нужно деятельность менять. И это не значит, что нужно бросить яму, нужно передохнуть какое-то время. Вот. Но вы догадываетесь какое-то время, то есть вот сколько нужно писать программу и сделать перерыв, сколько нужно копать яму и сделать перерыв, сколько нужно детей учить чему-то, вот если я учу детей, то потом у детей еще хуже, чем у взрослых. Взрослых стараются еще быть внимательными, а дети вообще перестают воспринимать. И все, что я говорю через какое-то время, идет в пустоту. Так вот, какова продолжительность вот этого времени, в течение которого человек может эффективно удерживать свое внимание на одном виде деятельности? Затрудняюсь, честно говоря, ответить. Ну, можно предположить, что... Предположите, да, конечно. То есть, когда притупляется внимание... То есть, и падает эффективность, резко, скачкообразные падения. Вот через какое-то время. Значит, нужно обратить на собственный опыт. Ну, то есть, сидит человек, медитирует, и сначала вроде все хорошо, а начинает медитация ухудшаться, то он должен как бы встать, пойти походить, погулять. И это касается не только медитации, это касается умственной активности, созерцания, наблюдения, записи экспериментов, физическая нагрузка в том числе, обучение, когда я учусь, и обучение, когда я кого-то учусь. То есть это не только медитации касается, это касается как бы таких некоторых циклов в мышлении человека, восприятии. Ну так, давай, предположите любую цифру можете назвать, как сказать, наугад? Ну, хорошо. Человек безумно ленивый, так? Он поработал 5 минут, сказал, все, я устал, мне нужен отдых, и пошел, и лег на диван. Отдыхает вроде бы как. То есть для него, получается, что, 5 минут это потолок, что ли? Не, если он ленивый, так вообще не надо работать. Не работай и умри с голоду, и как бы расплатись за свою лень. То есть твоя лень тебя приведет к больному состоянию, к голоду и умрешь. Нет. А сколько ему нужно лежать на диване и потом поменять активность, лечь, допустим, на пол или по-другому отдыхать? Если мы даже отдыхаем, то отдых нужно менять тоже через какое-то время. Но 5 минут вы взяли с потолка. То есть, ну да, на самом деле я не знаю сколько. Ну, это приблизительно полчаса или 20 минут. Это вот в этом промежутке. И вот эти все программы, они, ну вот поищите, они есть и для телефонов, и для чего угодно, там, для операционных систем. Вот у меня Linux, под Linux есть такие варианты. Они типично отмеряют время работы человека по 25 минут. Потом рекомендуют сделать 5 минут перерыв, и потом снова 25 минут. Вот. Если, допустим, есть так называемый урок в школе, рекомендуется разделить его на 2 части. Он же 45 длится, да, и где-то там 24 минуты давать одно, подход, как сказать, тему, тип обучения, потом резко поменять активность и дать какую-то другую. Допустим, половину урока 24 минуты мы опрашиваем учеников, проверяем домашние задания, они вспоминают, что они изучали на предыдущих темах, а потом мы их 24 минуты учим, и не больше. Вот. И есть такая разная мера длины. Вот нам кажется, почему именно 24 минуты. Но у нас такая как бы система расчета времени. А знаете, есть ведическая, как его назовем, ну, календарь, и там свои промежутки времени. Слышали? Там у них есть. Тильхи. Тильхи называется? Да, это сутки. А если мы делим день на какие-то части? Нет, такого еще не. Там есть такой промежуток времени, он называется мухурта. Мухурта, это слышал только как раздел астрологии. Да, это раздел астрологии, и он изучает благоприятное время. И это благоприятное время длится одну мухурту, 24 минуты. И потом оно меняется. То есть день разбит на 24 часа и на 20, и
вот этот час делится на 60, день делится на 60 частей, и получается 24 минуты каждая часть. Вот, поэтому это отражает реальные циклы в природе. Вот эти 24 минуты – это 1/60 суток. Закономерно же, правильно? На 60 делить. Отличное деление на 60. Есть много причин, почему. То есть 24 минуты – это продолжительность суток. Она предназначена для одного типа деятельности. Вот. Не надо через 5 минут говорить, я устал. Нет, досиди 24 минуты, а потом уже говори, что ты устал. Будь честным, не будь ленивым. Вот. Поэтому... Да-да? Сразу задаю вам вопрос. Как понять на собственном опыте, что человек начал, не посвятил мухурты, он сел. То есть именно вот начал с той минутки, когда вот началась новая мухурта. В любой момент. Если вам говорит, что там нужно заниматься спортом час, вы начинаете час в любой момент. В 7:05, 8:10. Нет. Важно, что она имеет такую длину. А когда она начинается, я могу сказать, когда она начинается. Она начинается с восходом солнца. Но если вы будете под это подстраиваться, у вас жизнь не улучшится. У вас жизнь ухудшится. Вы будете думать, пропустил мухурту, не успел. Или я хочу что-то делать и ждать новой мухурты. Нет, просто поставьте программу вот эту помидору томато. И если вы чем-то занимаетесь, пишите книгу, пишите программу, копаете, отдыхаете. Попытайтесь каждые 24 минуты менять род деятельности. Если вы не можете менять род деятельности, и вам нужно писать весь день программы, то каждые 24 минуты делайте себе перерыв на 6 минут. 5-6 минут. Если 6, как раз вы вкладываетесь 2 раза в час, и у вас будет очень эффективное время. Вот. Поэтому это закономерное деление времени, и медитировать как вид деятельности рекомендуется 20-25 минут. То есть где-то одну мухурту. Вот. Но если у вас есть много свободного времени, вам не нужно никуда идти на работу, у вас нет семьи, большого количества детей, если вы вольны в своем времени, вы можете делать эту практику 48 минут. То есть 2 раза по 24 мухурты. А может быть 2 часа. Есть люди, которые совершенно свободно, они могут медитировать по 2 часа. Поэтому сколько это нужно делать, зависит от того, вы работаете или нет. У вас есть ответственность перед семьей или нет. Сколько у вас свободного времени. И если его у вас мало, сделайте это в течение 20-25 минут. Это минимум. То есть меньше этого вы не разомнетесь в спорте, если вы сделаете одно подтягивание, 2 отжимания, 3 приседания. Вообще тогда не делайте, не имитируйте какую-то активность. Но если вы уже сделали, тогда подтянитесь до упора, отожмитесь до упора, присядьте до упора. Вот, поэтому, если вы начали медитировать, начали практиковать грахи, то это должна быть какая-то целостная деятельность, и сделайте ее 20-25 минут. Или удвоенный вариант, если у вас много свободного времени. Я ж не знаю, насколько вы вольны. Вот. Вариант – это много свободного времени. То есть час и более, то есть 2 часа, вполне нормально. Сделайте 24 минуты одним способом, сегодня мы обсудим эти варианты, и 24 минуты другим способом, я вам другой дам вариант. Вот. А там было 14, это очень условно, понимаете? Это как же это сказать? Ребенок спрашивает, сколько конфет нужно есть? Я говорю, это по ощущениям. Если мало, ты будешь чувствовать, что ты не наелся, и ты будешь хотеть конфеты, о них мечтать, и у тебя будет ощущение, что тебе не дают конфет, постоянно их жажда, ты будешь чувствовать себя несчастным. Но если больше, ты объешься, и тебе будет плохо, и ты долго не сможешь на них смотреть. Поэтому субъективно подбери какое-то ощущение, когда тебе еще хорошо, но уже не становится плохо. И сколько это по количеству? Сегодня 3, а завтра 15, мы не знаем. Вот. И поэтому там был такой ответ для людей, которые вообще говорят, что а сколько нужно супа съедать? 120 мл или 180? Я говорю, ешьте по ощущениям. Если человек говорит, что у меня нет ощущений, а что не можешь сказать конкретную цифру, я говорю, пусть будет 14, 21 или 28 минут. То есть это для любителей логического информационного подхода. Вот. И с практикой вы будете чувствовать, что прошло 24 минуты без часов, без будильника. Вот. И тем более не надо ставить будильник, чтобы не вздрагивать и не пугаться. То есть вы будете по ощущениям отмерять эти промежутки и сами будете вставать в нужное время и чувствовать, что прошло это время. Это станет одной из ценных привычек. Кстати, вы видели такой фильм «17 мгновений весны»? Не знаю. В детстве пару серий каких-то избранных видел.
знаком, о чем фильм. Да, там был разведчик, частично это выдуманное лицо, а частично там описаны некоторые правильные привычки разведчика, да. Вот. И когда он был переутомленный, он мог не спать там очень долго, работал и не спал. Он ложился поспать определенное количество времени, и если меньше, то вообще нет было смысла ложиться спать, это никакого отдыха не дает. А если больше, не сильно меняется эффективность, и поэтому он спал то ли по 20, то ли по 25 минут. И потом вставал и ехал дальше. То есть он находил в течение дня какие-то моменты, чтобы хоть чуть-чуть поспать по 25 минут. И тоже, видимо, знал об этой мухурте как отрезке времени. Ну, со сном, наверное, сложнее для тех людей, как я, которые тяжело засыпают. То есть мы не разведчики, нам не нужно так сильно быть организованными, дисциплинированными. Вот, то есть это как бы для разведчиков. А мы можем спать там по 7 часов, 6, 7, 8. Это тоже можно обсудить, но давайте сначала с грахами будем разбираться. Так, значит, в общем, сижу я на коврике, глаза закрыты, начинаю, разумеется, с сурьи, так, с ощущения «я есть». Да, оптимально идти от самой первичной, то есть глубокой, первопричинной и сущностной грахи, сурьи, к более поверхностным, например, к будхе. Вот. И да, это не обязательно, но и так делаю я, так я рекомендую тем, кто учится у меня на курсах и на семинарах. Но это не обязательно. Вот, дальше идет чандра, мое восприятие, я воспринимаю пространство гуру, я воспринимаю изменения в пространстве шани, а вот дальше какое-то недопонимание. Мангала, это что такое? То есть, если отключить логику, визуализацию и так далее, мангала, это что такое? То есть вроде личность, но личность как-то без слов не опишешь. Непонятно, как получить опыт мангалы. Но личность – это не сам мангала, это его представитель, его значение, но одно из самых ярких и всем нам знакомых. Потому что сейчас время личности, нас всех призывают быть уникальными, сейчас популярны тренинги личностного роста. То есть просто человеку сказать, это сила, выделяющая одно из множества. Он скажет, вообще ничего не понял. Я говорю, это сильно уникальности. Он говорит, стало чуть-чуть понятнее. Но это то, что ты в себе ощущаешь как личность. Это просто самое знакомое слово для людей. Вот. Личность или на латыни персона, поэтому и слово персональный, показывает отдельного, уникального индивидуума. То есть он отдельный, он один из многих, он выделяется в толпе. Это что-то одно из множества. То есть есть множество шани, и есть одно из множества мангала. Я вижу сразу все границы, все изменения шани. Я вижу какое-то особенное изменение, особенную границу, особенное движение. Это мангала. Вот. И поэтому можно это визуализировать. Допустим, я смотрю на стену и вижу там красную точку. Мое внимание будет туда приковано. Это мы через символ яркой красной точки на темной стене мы пробуждаем мангалу. Это, кстати, реальное ощущение. Я недавно ехал на машине ночью в темноте, и там горел огонь, скорее всего, костер. Он так привлекает внимание. У него этот яркий цвет, оранжево-красный. Его невозможно не заметить. Хочется на него смотреть. И ты уже становишься невнимательным к дороге, к движению, к автомобилю, и внимательным к огню. То есть свет в темноте, огонь в темноте. Вот. Другие способы есть такие, допустим, вы смотрите, как плывут листья по реке, по воде, и смотрите сразу на все. Это шани. Плывут листья, вода, река. И потом ваше внимание привлекает какой-то один лист. И вы смотрите на один. И другие вы уже не видите. Но речь идет о том, что глаза закрыты, визуализации не было. Значит, я выбираю какое-то конкретное ощущение в теле. Одно, например, самое приятное, да? Не-не-не, а ощущения в теле все-таки это опасно. Потому что ощущения в теле нам больше помогают прочувствовать раши. Раши. Или шукру, как тело в целом. Но если мы говорим грахи, это высшие силы, они абстрактные. Они находятся в высшей осознаваемой реальности. Поэтому их называют силами сознания или божественными силами.
духовными силами. И поэтому тело нас может отвлекать от грах, и поэтому или тело, мы говорим, это шукра, и то не обязательно тело для этого привлекать. Или мы говорим, что грахи – силы сознания, поэтому мы их не чувствуем в теле, а осознаем в своем сознании. И я осознаю уникальность этого листа. Или я вот смотрю толпу, да, вот, я не знаю, в каком вы городе живете, но там, где большие города, есть метро. И из метро валит такая толпа людей. Все одинаковые. Все одинаковые. И вы смотрите на всю толпу. И потом ваш взгляд фокусируется на ком-то одном. А почему он? Ну, он чем-то особенный. Выше, ниже, красный, белый, яркий, темный. Медленнее всех идет, быстрее всех идет. Особенное, уникальное привлекает фокус внимания. И вот этот момент, если вы прочувствуете, вы можете это использовать на визуализации или на любом своем опыте. Вот. Как еще можно сделать, чтобы пробудить мангалу в себе? Значит, вы есть, это сурья. У вас есть ощущение, чувствование, это чандра, значит, вы живой. Вы знаете, что вы находитесь в пространстве. Вы в этом пространстве видите границы, или движения, или изменения. И потом, а кто вы такой? И чем я отличаюсь от других? Чем вы отличаетесь от других? Это даже не визуализация. То есть, есть такой же еще человек, как вы? Ну, нету. Нету. Значит, вы уникальны. А что самое главное в вашей особенности? Какая главная ваша уникальность? Что вас больше всего отличает от других? Отвечать не обязательно, да, но вы начинаете искать, и это пробуждается мангала. Вы понимаете, что вы личность, вы индивидуум, вы индивидуальность, вы особенный человек, и вы отличаетесь чем-то, и других таких нет. Просто есть множественные особенности, а есть что-то главное. Вот это без визуализации пробудить мангалу. Еще вариант, допустим, такой. Мангала – это мнение. Ну, как бы это не мнение, но мангала чаще всего проявляется через мнение. Или чем личности отделяются друг от друга своими мнениями. И у вас есть собственное мнение? Ну да, есть, конечно. Да. В каких-то вопросах его больше. Какие-то вопросы вас вообще не интересуют, и вы даже не хотите там составлять. А где-то вам важно ваше мнение. Там, за какую партию голосовать? Там, кто наш президент? Или там, чей Крым? И у меня есть мнение. Вот. И это чье мнение? Моего сурьи, моего духа сознания? Нет. Да, это мнение чандры, души восприятия? Нет. Это мнение гуру? Нет. Это мнение мангалы. Поэтому вспомните о каком-то своем ярком мнении, которое вы хотите отстаивать, за которое вы можете что-то сделать, может быть, даже умереть за это мнение. Вот. Революционеры, конечно, они много зла принесли, но это яркий пример людей, которые имели собственное мнение и готовы бы за него страдать и даже умереть. То есть, допустим, там, вы защитник животных, и вы за это выйдете на акцию. Или там что-то, я ж не знаю, но вот посмотрите, что ярче всего пробуждает ваше мнение, и вы будете его отстаивать. Тоже не нужно говорить, потому что это личная вещь, и другим не нужно это знать. Но когда вы вспоминаете, а какое же самое яркое, выделяющееся мое мнение, за которое я согласен как бы, ну, бороться реально. И у вас что-то пробудится, и вы это почувствуете. Вот. Это тоже без визуализации. То есть без наблюдения, без выбора предметов, объектов. Ну, мнение, ключ хороший, и чем я особенный, уникальный, самое главное мое отличие от других. И если вы допускаете вот это, ну, не совсем это визуализация, потому что чаще всего визуализацией называют создание образа мечты или образа будущего. Это неэффективная визуализация, она не работает. А есть визуализация, когда я внутренним зрением пробуждаю какие-то образы. Вот, и она бывает ценной. Очень сложно звучит. Но хорошо, я вам дам некоторое упражнение. Попробуйте ночью, особенно если это на природе, в темноте смотреть в темноту. И там как бы вы не можете ничего увидеть, потому что там темно. И вы что-то будете видеть. И это будет не физическое зрение, потому что нет фотонов, нет потока света, да? Но вы что-то будете видеть. Ну, фактически, чтобы это звучало просто, вы же что-то можете видеть закрытыми глазами. А откуда это берется? И чем вы при этом видите? В внутреннем зрении. Вот эта визуализация, она бывает полезной там,
Она позволяет мыслить, находить идеи, планировать, рассуждать. Вот иногда я так готовлюсь к какому-то сложному семинару, я закрываю глаза и начинаю искать подходящие образы, идеи, планировать схему, план. И при этом я вижу, как это будет происходить. Но закрыть глаза. А откуда я вижу? Ну, у меня возникают образы, которые являются результатами моих мыслей. Вот. Такая визуализация, особенно в контексте мангалы, подходит. Почему? Потому что гуру отвечает за слух, шани отвечает за осязание, контакт телом, а мангала отвечает за зрение. Поэтому если... Ответьте на мой вопрос, который я хотел когда-то задать. Потому что зрение, а глаза-то закрыты. Как можно через зрение огонь, то есть Агни Махапуту, воспринимать, когда глаза закрыты? Но у нас есть внутренний вкус и внешний вкус. У нас есть внутреннее осознание и внешнее осознание. Когда, допустим, вас никто не касается, но нам, допустим, страшно, некомфортно, мы же внутри осязательно этот страх чувствуем. Понимаете? То есть внутреннее осязание мы чувствуем. Или, допустим, вот можете ничего не есть и с закрытыми глазами или с открытыми почувствовать вкус на языке, когда вы ничего не съели. И будут какие-то вкусовые ощущения. А откуда они берутся? Это же не фантазии, что там говори халва, халва, и во рту сладко станет. Нет, мы можем чувствовать вкус без объектов. Это внутренний вкус. Вот. И с внутренним зрением мы как бы знакомы в негативном смысле, например, как с фантазиями. Да, это внутреннее зрение, которое мешает. Я лежу и как бы фантазирую о своем светлом будущем. Я там красивый, счастливый, богатый. Это ненужное внутреннее зрение. Но я это реально вижу. Ну как реально? Мне кажется, что реально. А его можно использовать по назначению, например, чтобы практиковать мангалу. Потому что это Агни Махапута, то есть первый элемент в огня. Вот. И образы хорошо помогают. Красная точка на черной стене, костер в ночи, особенный какой-то лист, автомобиль, человек, там трава – это просто трава. А потом одна травинка, ее выделяет мангала. Лес – это множество деревьев. И одно дерево в лесу. Это мангала делает. Хорошо, спасибо. Но вот дальше продолжаем. Угу. Я пробуждаюсь в мангалу и сижу в такой ситуации, когда ничего делать не хочется, лень. То есть и сел я пробуждать мангалу именно с такой мотивацией, что нужно себя зажечь, вдохновить. Вот. И то есть получается я вижу в себе, как бы стараясь видеть в себе уникальность, так я в себе пробуждаю как бы. То есть я должен почувствовать опыт, что вот я сижу, и вот мне захотелось что-то сделать, я встал и побежал. Так это должно быть или как это должно быть? Ну, мангала можно использовать с сотнями практических применений, а может быть тысячами. И вы говорите один из них, и не факт, что он самый ценный и полезный. Допустим, многих людей мангала мотивирует, дает им волю и мотивацию. Иначе они бы вообще ничего не делали. Но это не главная цель мангалы в нашей жизни. Вот эта вот суть, выделяющая одно из множества, она показывает мою уникальность. И эту уникальность можно кому-то отдать. Ну, допустим, вот женщина. Это уникальная женщина. И она уникально мужу варит борщ, уникально делает для него какие-то ценные ему вещи, уникально является его помощницей. И это ее ценность мангалы. И она от этого не становится эгоисткой. Она уникальная, да. Она особенная, да. Таких больше нет, нет. Но эту свою уникальность она отдала какому-то достойному человеку. Мужчина, вот он уникальный помощник руководителя. Он уникальный там менеджер, программист или там айтишник. Или он уникальный ученик своего учителя. Вот он учится у наставника, все эти ученики остальные не такие уникальные, а он чем-то уникальный. Он как-то по-особенному помогает своему учителю или что-то еще. Поэтому, если я считаю себя уникальным, и я при этом вершина, ну как бы пуп земли, и лучше меня никого нет, тогда я становлюсь уникальным эгоистом. А если я вижу свою уникальность, у меня мангала помогает мне быть огненным, вдохновленным, может быть, волевым и мотивированным, но я не считаю себя вершиной мироздания. И эту уникальность я отдаю кому-то вышестоящему, одному человеку. И желать, чтобы был там не Бог, а живой человек. Тогда я не становлюсь эгоизмом. Вот. А то, что при этом я буду мотивированным, огненным, активным, там, горящим, у меня будет хорошее пищеварение, я буду мало болеть, я буду других вдохновлять, это уже побочные дополнительные эффекты.
но они не обязательны. Кто-то более мотивированный, кто-то менее мотивированный. Кто-то сам себя может мотивировать и заниматься спортом, а кому-то нужно там купить абонементы, чтобы тренер его гонял. Вот. Это уже как бы обстоятельства судьбы и индивидуальности каждого человека. Но будет человек эгоистом при сильном мангале или нет, зависит от того, позволит он считать хотя бы одного человека более достойным, то есть более высоким, чем он сам. Если не позволит, он будет постепенно идти к эгоизму. Если он скажет: я молодец, но есть еще больше молодец, тогда все будет хорошо. Ага, ясно. Но все равно вот для новичка какой-то критерий должен быть, то, что он просидел там, час. И просидел он не зря, то есть он не занимался непонятно чем, а именно он точно пробуждал мангал. Есть какие-то критерии? Человек после медитации стал, и вот он уверен на собственном опыте, что он точно мангалу пробудил. А не занимался там визуализацией какой-то или вообще непонятно чем. Но вот смотрите, грахи — это же абстрактные силы, то есть божественные. Они подобны божествам или представителям Бога. И вот я обращаюсь с молитвой к Богу. Откуда мне знать, что я правильно к Богу обращался, что мои слова до Него дошли, что Он хотя бы их услышал и принял во внимание? Как мне это проверить, что Бог услышал мою молитву, например? Там, скажем, в каких-то религиях это молитва как обращение к Богу, Аллаху или какому-то другому у него есть имя, просто Бог. Откуда мы знаем, Аллах слышит или нет? Кто-то к Будде обращается, кто-то к Иисусу Христу, кто-то к Кришне. Как мне узнать? Кришна, Иисус Христос, Бог, Аллах, Будда услышал то, что я говорю? Я не знаю. А если он как бы прислушался к моим молитвам и пришел, и находится здесь, как мне это узнать? Как люди говорят, что вот... Я не могу ответить на этот вопрос. Да, а нам нужно на него ответить, иначе мы будем и с грахами быть как бы в каких-то, формальных ощущениях, даже в формальном подходе. То есть это живые силы. Вот. И поэтому у нас должны быть какие-то ощущения, которые подтверждают что-то божественное. Это ощущение величественности, света, целостности, смысла, сути. Это все качество Бога в любой традиции, религии, философии, конфессии. Вот. Поэтому, как мы описываем, духовная практика была успешной, молитва была успешной, если после этой молитвы я знаю качество Бога, и их во мне стало больше. Я стал более светлым, более сущностным, более осознанным, более осмысленным, светлым. Вот. И в какой-то мере еще более ответственным, более творческим, подумать, что это креативность. То есть у меня должно быть какое-то понимание сути Бога и вытекающее из него качество. Если у меня это есть, я могу правильно заниматься молитвой или духовной практикой, медитацией, и знать, она имеет эффект, она успешна или нет. Если этих ощущений нет, то можно так молиться или медитировать десятилетиями и никуда не двигаться, и вообще тот, к кому я обращаюсь, мог никогда не услышать. Поэтому этот критерий должен быть в духовной практике, в молитвах, медитациях. И я его даю, когда через книгу его трудно дать. Если вы только по книге обучаетесь грахами, это сложно. Если вы обучаетесь через живое общение, например, это курс или семинар, тогда, когда мы все вместе, даже не обязательно вместе, когда мы пробуждаем мангалу, и мы ощущаем, да, я чувствую силу уникальности. Я чувствую ту силу, которая выделяет одно из множества. И как я ее чувствую? Осознаю. Я ее... она меня не касается, но я осознаю ее. И потом говорю, что да, я осознал эту силу. Как осознал? Познал, узнал, осознал, понял, немного прочувствовал. И чем это подтверждается? Я знаю ее качества. Любые. То есть когда-то она резкая, когда-то она быстрая, когда-то она яркая, когда-то она проникающая, когда-то она выделяющаяся. Вот. И поэтому, однажды получив опыт мангалы, если во время практики качества ему соответствующие приходят, значит, это он. Если я просто сижу, как говорят молодежь, втыкаю, тогда это просто, можно же повторять молитву механистически и думать, допустим, о квартальном отчете. Вот, значит, механистически мангала,
сила уникальности. Сижу, говорю, сила уникальности, сила уникальности. А думаю, там, когда же это все закончится, когда уже покушать или мне нужно в туалет. Поэтому, если я осознаю, где находится мое внимание, какой, объект, да, то есть познавая грахи, они становятся для нас объектами познания. Вот, если я через практику мышления, восприятия пробуждаю граху, тогда она становится объектом моего познания, и я должен ощутить, осознать ее суть и качества, которые это комментируют и подтверждают. Вот. И если этого ощущения нет, нужно спросить у какого-то, как его назовем, мастера, наставника, который давно практикует грахи, что я не так делаю, что мне улучшить в своей практике. Вот, поэтому мы не проверяем, что вот я стал мотивированным, огненным, я начал личностно влиять на людей, я стал харизматичным. Это может быть, а это может не быть. Мы не знаем, как это потом все проявится во внешней жизни. Почему? Потому что грахи находятся, как я уже сказал, в осознании. Они находятся в осознаваемом мире, в высшей реальности. А когда я встаю после практики со своего коврика, или где я это делаю, с кресла, или с лавки, или с пола, да, с земли, кто-то на природе это делает, я выхожу из высшей реальности осознания во внешний проявленный мир. И что я могу помнить? У меня был опыт Бога во время молитвы. У меня был опыт грахи во время молитвы. А что будет сейчас, это другая реальность, может быть, все по-другому. А сейчас начинается снова та же лень, которая была до медитации, например. Медитация или практика грах не является лучшим способом избавиться от лени, стать огненным, мотивированным. Вот. Лучше поможет какой-то огненный, мотивированный человек. Займитесь боевыми искусствами, потренируйтесь жестко спортом, когда какой-то человек хорошо делает, а вы против него делаете плохо. Это будет вас немного обижать, вы захотите улучшить свои возможности. То есть мотивироваться лучше другим мотивированным человеком. Это как огонь загорается от другого огня. А самовозгорание – это очень редкий, и это исключительная ситуация. Какой-то, может быть, мудрец, старец сам стал просветленным, но это исключение. Чаще всего у него был какой-то наставник, который его инициировал. Поэтому, если мы практикуем мангалу, чтобы одновременно не быть эгоистом, но быть огненным, харизматичным, мотивированным, это, может быть, через 30 лет придет, а может и не придет. Вот. То есть нам грахи нужны для того, чтобы знать по опыту наличие этих высших сил в жизни. И когда мы сталкиваемся с ситуациями, мы должны знать, это действует граха. Вот в этом человеке есть мангала. Вот. Или в каком-то событии, в предмете, в явлении это есть. То есть в молнии много мангалы, поэтому не надо, чтобы она в тебя попала. Вот. Держись подальше от электричества. Это нам позволяет пользоваться, даже пользоваться нехорошее слово, взаимодействовать с теми явлениями, где эти грахи есть, особенно в концентрированном смысле. Вот. Хотя, возможно, какие-то люди благодаря мангале становятся огненными, мотивированными, волевыми. Но это, не гарантированно. Это частные случаи. Хорошо, новичок посидел, попытался в себе пробудить опыт грах. То есть важна для него общая картина, то есть он должен все грахи, попытаться в себе грахи все пробудить, и результат должен быть такой, что он просто в себе ощущает, что он получил какой-то высший опыт. Да, то есть я знаю, что грахи есть, и их 7, и у них каждый своя суть. И то, что я это знаю, мне достаточно, и теперь я прихожу во внешнюю жизнь. Что я там делаю? Я водитель или курьер, или официант. Вот. Я же, когда выполняю свою обычную деятельность, и семейную в отношении жены, детей, и социальную, или какую-то общественную, я же постоянно не говорю, Бог есть, это самое высшее, что есть в моей жизни. У меня сегодня во время молитвы был опыт Бога, это самое главное. И при этом я буду неадекватен в выполнении своей какой-то деятельности. То есть я утром получаю опыт высшей силы, например, Бога, чтобы знать, что Он есть, и какая-то у него есть милость, он постарается обо мне позаботиться. Может быть, если я этого достоин, хорошо себя веду. Но он есть, и это главное. С грахами то же самое, потому что это божественная сущность, это деваты. То есть это силы сознания для материалистов или божественные силы для нематериалистов. И я говорю, божественные силы есть. И это не информация, я это не прочитал где-то, а я это прочувствовал, я это осознал. И это здорово, что они есть. И пусть они мне помогут. И я иду делать то, что должен делать.
Я знаю, что они есть, и это самое главное. То же самое с опытом Сурьи, по-моему, это было в вашем письме. Я знаю, что я есть, и это самое главное. Потому что если бы не было Бога, то я не представляю, какая была бы жизнь. Если бы не было Грах, то не было бы 7 главных принципов, не было там системного анализа, все было несистематично, спонтанно, непредсказуемо, не было бы порядка, не было бы законов. И это здорово, что есть 7 главных законов. Нет, наоборот, как раз таки у меня было немножко в негативном ключе. Да, давайте обсудим этот негативный ключ. То есть, предположим, человек ощущает какие-то страдания, да, и он ощущает, что я есть, и тут подмешивается... А если бы меня не было, я бы не страдал. Да, вот это вот такое ощущение. И поэтому он, то есть где-то какая-то мысль закрадывается, что я... То есть учитель сказал, что я есть, это замечательно, восхитительно, я должен вроде это пережить на собственном опыте, а я переживаю совсем другой опыт. Я наблюдаю, что я есть, и по мере разворачивания сознания, так эволюции, я ощущаю, что жизнь она такая уж легкая и штука, и страданий здесь хватает. И поэтому в итоге подмешивается такой негативный опыт. Как от этого абстрагироваться? То есть... Но на самом деле от этого не нужно абстрагироваться, потому что тут смешаны 2 ощущения, которые идут из двойственного состояния. Вот есть такие понятия двойственность и недвойственность. Это там адвайта и двайта. Вот это, когда вы описываете это ощущение, тут не целостное, не чистое состояние. Вот когда человек проживает опыт высшей сущности, например, опыт Бога, он говорит, что Бог есть, и это главное. А я есть или нет, это не важно, и я сейчас этого не знаю, я сейчас этого не осознаю. Я не знаю, я мужчина или женщина, я там белый или красный, в смысле, какой я расы, какого... То есть я знаю, что Бог есть, и это самое главное. И этот светлый, наполняющий, глубокий опыт полностью меня накрывает. Поэтому это осяяние называется, или озарение. Вот. И я ничего другого не чувствую. Бог есть, я чувствую только Его, и это хорошо. И при этом, даже если я там бедный, больной, инвалид, я не знаю всего этого, потому что я не проживаю себя как индивидуальность, когда ты растворился в Боге. Моя индивидуальность в этот момент растворилась. И я не знаю себе ничего, страдаю я или нет. И все. И это прекрасно. С Сурьей должно быть то же самое, потому что Сурья – это высшая сила, это Творец, источник, Создатель. Вот, допустим, в славянской традиции это род, Бог-род, который является основателем всего. Вот. И если я растворяюсь в Сурье, не должно быть опыта страдания. То есть, как я могу одновременно чувствовать, что я есть и страдать? Если я чувствую и я есть, и я страдаю, значит, это не опыт я есть. Значит, это как бы интеллектуальная установка, что я есть. Это какая-нибудь логическая формулировка «я есть». Это остается на поверхности, на уровне логики. Это логический ум мне говорит. Будха это говорит «я есть», но при этом мне 30 лет, я там негр, я работаю на шахте, у меня жену нечем кормить. Я есть, и все это есть. Значит, это говорит логика, что ты есть. А когда говорит, что я просто есть, проверка такая, у меня есть тела? Говорит, я не знаю. То есть не только там оно болит, не болит, страдает, не страдает. У меня есть деньги, я в этот момент не знаю, что такое деньги. Я знаю, что я есть. И это должно быть заполняющим ощущением, как свет, который все заполнил. И нет другого ничего, нет тьмы. И тогда это реальный опыт Сурьи, и в нем нет страдания, и ничего больше не ясно. И если я не знаю свое тело, о наличии каких-то объектов, я чувствую, что только есть, и там нет места страданию. И поэтому мы комментируем, я есть, и это здорово. Вот. А потом, если я спрашиваю, а где я есть, в каких качествах, а что у меня есть, это уже Мангала говорит, там, у меня есть машина, а у тебя нет машины. Вот. А какой у меня есть комфорт, это Шукра говорит. А какие у меня есть статусы, то есть я там доктор наук или я дворник. Вот. Это уже поверхностные оболочки я есть. И в них может быть страдания, двухсмысленности, неуверенности, дискомфорт, все остальное. Даже если это уровень не только Сурьи, а Чандры и Гуру, там тоже не должно быть страдания. Эти 3 грахи, они отдельно отнесены, их называют светлыми или сатвичными. Вот. В них не должно быть страдания.
я есть, ну, я просто есть, я осознаю, что я есть. Сознание не мучается, сознанию не может быть больно или страдательно. Потом я воспринимаю, что я есть. Я же воспринимаю то, что я есть, не какие-то внешние источники неприятных ощущений, страданий. Душа чувствует дух, тоже нет ничего. И потом я чувствую, что вокруг меня безграничное пространство. Внутри меня мое пространство, вовне не мое пространство. А есть там границы, препятствия, трудности, задержки, я не знаю. Я еще не зашел за гуру. Вот, поэтому страдания начинаются с 4-й грахи, с шани. Когда есть я и забор, который меня не пускает. И есть дверь, через которую не могу выйти. Там есть пределы, лимиты, маленький жесткий диск, медленный процессор, мало денег. Вот, то есть только там возникают страдания с шани. Поэтому его называют там каракой горя, печали. Но это просто одно из его множественных значений. Вот. Так что подытожу, да, если вы ощущаете или вам кажется, что вы считаете, что вы есть, и при этом есть какие-то дополнительные ощущения, не обязательно страдания, а там, недовольство, дискомфорт, значит, все-таки это не глубокий опыт «я есть». Потому что в этом состоянии есть только ощущение, что я существую, поэтому называется чистое бытие, и больше ничего. Чистое бытие, оно что называется в философских книгах, чистое существование. Это почти какая-то фантастика, как-никак. Ну как это дойти до почти как уровень просветления? Выход за пределы ума и материи. Нет, просветление, когда вы этот опыт не теряете в активности. Вы общаетесь с человеком и знаете, что вы есть, что вы дух, что вы атма. И при этом вы можете говорить, там, что-то делать, работать. Просветление, когда вы этот опыт не поддерживаете постоянно. А вот эти просветления, как осяяние, озарение во время медитации, они есть у всех, и его достаточно, чтобы ценить хотя бы вот такие состояния и возвращаться к этой практике. Хорошо. Теперь опыт шукры. Вот вы сказали, что не надо путать опыт раши и опыт шукры. В чем разница? Ну, шукра – это тела вообще. Мое тело, тело яблока, которое я ем, тело предмета, на котором я сижу, телесные взаимодействия, плотные взаимодействия. Шукра – это сила телесности и телесных взаимодействий. Вот. Поэтому, если мы хотим проживать опыт шукры в целом, можем в целом посмотреть на свое тело как физическое, воплощенное, материальное, природное явление. И оно чувствует какие-то движения, в теле есть движения в целом, с телом есть взаимодействие, комфортное соприкосновение там, со спинкой или некомфортное. Вот. И в целом, если я смотрю на себя как тело с физическими, телесными ощущениями, тогда я остаюсь в рамках шукры. Но потом я могу разбираться, а из чего состоит мое тело, какие в нем есть функции. И тогда я говорю, у меня есть 12 функций. Понимать, воспринимать, воздействовать, чувствовать, принимать решения, поддерживать порядок, наслаждаться жизнью. И тогда я начинаю тело разделить уже на какие-то части. И возникают 12 раши, как 12 функций, 12 способностей. Вот. Поэтому, если я могу получать опыт тела в целом, и телесных ощущений, тогда это можно использовать для опыта шукры. А если начинаю уже исследовать свое тело как источник знаний, как меру, как линейку, как инструмент познания, и нахожу там функции, уровни, способности, тогда я перехожу уже в сферу не граха раши. И раши – это деление тела на 12 функциональных уровней. Тогда вопрос дальше. Угу. Вот когда был марафон по раши, я писал, что вот я там чувствую боль, тяжесть, легкость, вибрации и так далее. Вы сказали, что это не важно, а важно чувствовать функцию. Но функция, опять же, это что-то такое абстрактное. Вот если, допустим, вот взять человека, которому сказали, вот у тебя 12 уровней, но не назвали ему, к чему относится. Да. И ему задать вопрос, а к чему вот уровень относится выражение, так? Не-не-не, вы не с той стороны заходите. Надо найти со стороны тела, для чего тебе голова. И вот возьмем просто человека, который не знает ни Life Device, ни Джотиш, ни тем более Тантра Джотиш. Для чего тебе голова? Что он скажет?
Ну, вот, голова, есть такое юмористическое выражение, голова нужна не только для того, чтобы в нее есть. Ну, вот для кого-то вот нужна голова, чтобы в нее есть. Ну, едим мы не в саму голову, мы едим в рот. Вот, давайте поделим голову на верхнюю часть и на нижнюю. Для чего тебе нужен голова как лоб и голова как рот? Вот. И для чего нужна человеку голова? Ну, конечно же, мыслить, да, но еще... Ну хорошо, первая функция это как мыслить, нижняя часть это как воспринимать, так? Ну, мыслить это я лежу, смотрю на небо, и ко мне приходят какие-то мысли. Это же тоже мыслить. А потом я, допустим, хочу что-то понять, и это мыслить. Поэтому вот это мыслить надо уточнить. Вот, голова... Понять, я рукой там трогаю какую-то форму, ну, яблоко, да, я понимаю, что вот, то есть, почему я не могу сказать, что я руками понимаю, а не головой понимаю? То есть, может так? Или я, допустим... Не, сказать можно что угодно, но что в реальности происходит, надо это осознать. Ну, хорошо, я иду по пляжу босиком, так, по теплому песку. Угу. Я на уровне ощущений, я ощущаю, что я ощущаю ногами песок, и поэтому я его... Да, вы ощущаете... Да. Я его воспринимаю. Я ощущаю ногами песок и ногами его понимаю. Или ноги ощущают песок, и поэтому я понимаю, что это песок. То есть кто понимает, ноги или вы? Ну я в целом. Ну, живот мой понимает. Вот этот я в целом, который понимает, где вы его ощущаете? Когда вы сказали, я понимаю в целом, где локализуется это проживание понимания? Ну, опять же, хочется сказать в голове, но это на основании, это информационный подход, то есть вы уже мне сказали в вебинаре. То есть, Нет, спросите человека, который не был на вебинаре. Где вы понимаете? Где вы ощущаете понимание? У любого человека. То есть забудьте все, что я вам сказал, а если не можете, спросите у того, кто меня не слушал, где он чувствует понимание. То есть он должен понимать в голове в итоге. Ну, понимать в голове мы не должны так говорить, потому что мы не знаем, что там находится. И если там мозг или его нет, нам не нужно об этом знать. Вот. Мы чувствуем, что голова для понимания. Голова для понимания. И если мы что-то хотим понять, мы чувствуем, там пробуждается какая-то активность. Голова старается понять. Ну как это еще мы можем прочувствовать? Можно слово понимание на какое-то другое заменить. Разум подходит? Стало... То есть, если я хочу что-то уразуметь... Что? Осознаю, допустим. Да, то есть, чем я осознаю? Ногами? Я бы так не сказал. Чем я хочу уразуметь? Чем я разумею? Ну, понимаю, разумею, осознаю. Вот еще смысл. Когда я хочу заниматься смыслом, то какая часть пробуждается во мне? Смысл. Осмыслить. Суть. Вот. И, по-моему, вы написали, допустим, там, голова может болеть, а может не болеть. Ну, она может быть и горячей, и холодной, вот, уставшей, отдохнувшей. Но это ее состояние, это как бы условия, в которых она находится, некоторое ее самочувствие. Вот, допустим, мы говорим, что есть почтальон, его задача разносить письма, а он молодой, старый, опытный, неопытный, больной, здоровый, отдохнувший, уставший, на большой зарплате, на маленькой, он все равно остается почтальоном. Понимаете? Вот, поэтому описывать, что у меня болит голова, там устали руки, болит спина, болят ноги,
но почтальон остается почтальоном, независимо от того, он болит или он здоровый. Вот, поэтому, когда мы хотели на семинаре, на марафоне ощутить функции, нужно было ощутить не какие-то, не знаю, как сказать патологии не медицинским языком, даже не патологии, Но ощущения. ну, Боль это ощущение. да, но боль это нетипичное ощущение. Оно говорит нам о каком-то нарушении, о какой-то проблеме, о дисбалансе. И когда все хорошо, боли нет. То есть это неправильное ощущение. Это сигнал, что что-то не так. В этой сфере, которая эта боль относится, допустим, боль в колене, 10-й, можно так интерпретировать? Значит, в 10-й функции что-то не так. Ну да, и это может быть последствия физиологической проблемы. Я упал на колени, там, я повредил, у меня была травма, или я неправильно применяю свои колени. А может быть еще телесным символом. Вот. Но так мы запутаемся. То есть я хотел просто отставить боль, какие-то патологии, нарушения, последствия неправильного образа жизни или какие-то врожденные в сторону, как те, которые отвлекают от сути и не описывают функцию или возможность этого всего. То есть я спрашиваю, что ты чувствуешь в голове? И кто-нибудь говорит, у меня голова болит. Так что, функция головы болеть? Нет, просто что-то не так. Человек что-то не то делает, и поэтому у него болит голова. Если его вылечить и духовно, и душевно, и физически, у него голова перестанет болеть. И тогда мы можем его снова спросить. Это вот смотрите, если спросить голодного, очень голодного человека об его ощущениях, об опыте Раши, об опыте Пха, он скажет, все грахи это голод, все Раши это голод, все ощущения это голод, вся жизнь это голод. Ну почему? Но он голодный, ну накормите его, обогрейте, успокойте и давайте снова позанимаемся грахами. Поэтому если у меня есть какие-то боли в теле, тем более вот мне 50 лет, я неправильно там сидел за компьютером, у меня много проблем со спиной или там с горлом я много говорил, вот. Но если у меня горло болит, это не значит, что функция горла болеть. Это значит, что я слишком много говорю или неправильно говорю, напрягаюсь, когда говорю. Но горло не для боли, а для того, чтобы что-то из себя выражать и этим на кого-то воздействовать. И вот это предлагалось посмотреть. Ну, если так не получается, ну, значит, эта технология вам не подходит, и вам нужно поискать какую-то другую. Тантра Джотиш и вот этот вот поиск грах через осознание, поиск раши через ощущение функций, она не универсальная. Мы называем это эзотерические знания. Значит, эзотерические по-гречески. Для небольшого количества людей. Ограниченные, но не в смысле, что знания ограниченные. Ну, мало кому они нужны, мало кому они ценны, мало кто их поймет, мало кто оценит. Вот эта эзотерика, это значит, что мало это кому нужно. И поэтому, если это не получается, может быть, это не ваш путь, и вам нужно попробовать что-то другое. Но все равно подход такой, чтобы... То есть не мой путь, это значит, это не то, что я там месяц посидел, поощущал, вроде ничего. То есть это нужно какой-то интервал времени определенный. Не, сколько нужно сидеть, чтобы поискать функцию головы, лба, кроме того, что голова иногда болит. То есть тут как бы либо я это чувствую и называю каким-то словом, либо нет смысла сидеть. Через какое время придет такое, вот, что если я чувствую ценность в этом, то стоит это практиковать. Если я говорю, что нет у меня ощущений, оно не работает для меня, то вряд ли оно когда-то потом сработает. Это вот по аналогии, опять же, с духовными практиками, с молитвами и медитациями. Я практикую какую-то духовную практику и говорю тому, кто мне дал, но я не чувствую, что приходили божественные силы. И неправильный будет ответ: ты просто сиди годами, десятилетиями, потом раз ты... И нет, значит, что-то уже не так, и, наверное, не подходит практика, может быть, что-то нужно поменять. Поэтому, если нет ощущения ценности, то я бы не ждал. Тем более, вы же этому учились у меня, может быть, я плохой учитель вообще,
или я индивидуально для вас не подхожу, и вам нужно поискать другого учителя. То есть как бы вот, но если не идет этот поток ощущений, поток знания, сознания, то значит я не могу его пробудить. Ну хорошо, но все равно еще как-то можно попытаться это сделать? Ну, Всё равно, ну, если- что именно? Найти функцию головы, то есть что именно сделать? То есть все равно должен принцип такой, что если долго не получается, то значит этим лучше не заниматься. То есть тот, кто включается, тот включается сразу, принимая функцию головы, так? Ну, понятно, что это физические навыки, там есть смысл пробовать. Я не умею отжиматься, я один раз отжался, я тренируюсь, и там возможен прогресс, как наработка телесных навыков. Вот. А здесь, да, вот, допустим, меня спросил мой учитель, для чего функция груди? Я говорю, ну я не ощущаю никак. Вот. И что он скажет? Приходи ко мне через какое-то время, я тебя снова об этом спрошу. А что делать все это время? То есть как к этому приближаться? Вот я хотел вам этот вопрос. Ну, а я не вижу такой возможности, поэтому я говорю себе, ну, наверное, мне этот учитель не подходит, или его технологии не подходят, или вообще это, как мы назовем, ну, система знаний мне не подходит. Мой учитель... Что? В физических действиях можно вывод такой делать, что пришел к мастеру там, учиться горшки лепить, так? Можно год не уметь там что-то иметь, потом какой-то горшок красивый сделать. А вот с точки зрения эзотерики, если не получается, то это значит... Но это не мой учитель, я бы так сказал. Надо попробовать с другим учителем. Потому что непонятно, как к этому приближаться. Но все равно вот, хорошо, есть же такие истории, когда человек сидит в пещере, там, годами, у него ничего не происходит, а там бах, озарение, инсайт. Да, есть такие истории, что человек заходит и выигрывает в казино. Есть такие истории, что человек становится Цукербергом или Биллом Гейтсом. Такие истории есть. Но мы не станем Биллом Гейтсом, мы не выиграем в казино, и мы не попадем в это исключение, о котором эта история написана. А остальные 7 миллиардов, они сидят в пещере, ничего не получают. Поэтому я не считаю себя таким, что я попадаю в это исключение. И поэтому эти истории интересные, их очень приятно читать, строить фантазии о том, что, а может быть, я вхожу вот в тех людей, которые сидели, и потом раз, и все, и пришло озарение. Вот. Но мне уже много лет, я уже становлюсь, как это сказать, пессимистом или реалистом. Я в эти истории не верю. Вот. Поэтому не нужно осознавать все, что есть, как это назовем, в арсенале учителя. Вот. Если я хотя бы что-то осознаю, понимаю, ценю, то я это и практикую. Вот, скажем, у моего учителя есть много методов, много подходов. Вот. И если какой-то из этих подходов мне не близок, я не могу его понять, и из-за этого не смогу его эффективно применить, а тем более его преподавать и другим передавать. Я говорю, что я пока к этому инструменту не готов. И вот там, в последнее время мой учитель дает очень много разных тренингов, направлений обучения, методик. Вот. И я смотрю, они очень мощные, других его ученики, мои коллеги, эффективно применяют. А я пробую, и у меня не работает. Вот. И я пользуюсь тем, что у меня работает. Хорошо. Ну вот, ладно, оставим тогда Раши. Допустим, я не могу в это прочувствовать, вникнуть, но, по крайней мере, графи хоть что-то, в чем-то я зацепился и вижу в этом какую-то ценность. Да? Вернемся к Будхе, так? Опыт Будхи, как пережить медитации с закрытыми глазами, на коврике, отключив, так сказать, мысли, визуализацию, как опыт Будхи пережить? Ну, шутливый совет, попробуйте умножить, например, 48 на 56. Вот. И вы войдете в состояние интеллекта, будхи,
но при этом вы не будете это замечать. Вот. Поэтому нужно одновременно сохранять осознанность и применять будху как силу развлечения, силу форм и силу логики и интеллекта. Вот, то есть, когда я ищу различия, вот что означает, я принял логическое решение. Я, как вот картинка, найди 10 отличий, да, 2 картинки. Вот, и кто ищет отличия? Будха. Вот. Но в детстве мы ищем это в детских журналах, найти отличия, а потом мы ищем 2 телефона, какой купить, этот или этот. И мы ищем различия, чем они отличаются, и пытаемся логически принять какое-то решение. Но что самое главное в будхе? Он различает. Это мужчина, это женщина, это белое, это черное, это хорошее, это плохое. Поэтому, чтобы пробудить будху, нужно начать что-то различать. Ну, вы сказали без визуализации. Пока это условие я как бы временно отменю. Когда у меня были первые курсы, я людям показывал абстрактную живопись, просто набор черточек на бумаге, просто набор каких-то символов, линий, чего угодно. И спрашивал, что вы здесь видите? И будка начал различать. Это котик, это облако, это что? Он начал различать. Вот. И все видели что-то разное. Вот. Я говорю, а что сейчас происходит? Мы видим отличия, мы видим очертания, и по этим очертаниям, по формам пытаемся понять, кто это за суть. То есть очертания все-таки они связаны с некоторым таким образами, и поэтому, если совсем нам нужно без визуализации и без вот этих вот вариантов, тогда нужно искать различия там, где можно этим долго заниматься, то есть что-то от чего-то отличать. Подходят любые примеры. Допустим, чем отличается гуру от сурьи? Ну, сурья, он более абстрактный. Гуру это что-то более конкретное. Да, и Будха мне это подсказал. А чем они еще отличаются? Ну, сурья это самый главный, самый стабильный. Гуру, соответственно, менее главный и менее стабильный. Да, более проявленный, более выраженный. И как я это делаю? Как я отличаю? То есть надо обратить внимание на вот это вот состояние развлечения. Это гуру, а это сурья. И они разные, они отличаются, между ними есть различия. А откуда я это знаю? Я могу различать. Я могу отличать одно от другого. У меня есть способность к отличению, к развлечению. Это дискриминация на латыни называется. Я могу отличать одно от другого. И обратить внимание, как это происходит. То есть посмотреть не на готовый ответ, что больше, там, 6 или 7. И не важен ответ, а что во мне включается. Я сравниваю, я меряю, я измеряю, я ищу отличия, я пытаюсь комбинировать, поставить рядом. Комбинаторика включается, развлечение, сравнивание. Вот. И при этом я чувствую, что у меня есть инструмент сравнения, инструмент развлечения, возможность комбинировать, возможность к логике, возможность к анализу это разобрать на части и потом попытаться соединить в единое целое, синтезировать. Но не по сути, а по форме. Вот. Это первый способ. Мы тогда делаем акцент на будху как на силу развлечения. Второй способ – это искать очертания. А третий способ – это находить соответствие между сутью и формой. Вот. Второй способ, он сложнее – искать очертания. Вот, допустим, 2 страны, да, и между ними что является разграничением, очертанием? Граница, да? Граница, да. Вот если я стою одной ногой в одной стране, а другой ногой в другой стране, я нахожусь в обоих странах или не в одной? Ну, это надо подумать. И вот, и будха уже работает, наверное, в обоих. Тогда на меня действуют законы обоих стран, а если они разные, я начинаю логически думать. Вот. Или очертания, да? Когда вы видите стул, откуда вы знаете, что это стул? По форме, по очертаниям. И вот это стул, а за ним не стул. А что разделяет стул от не стула? Его очертания, его форма. То есть вот это тончайшее различие между стулом и не стулом. То, что входит в стул, то, что выходит. Его очертания, его форма. Вот. А откуда я это знаю?
И вот я чувствую, у меня есть инструмент, который видит очертания, который видит различия, который разделяет. Вот. И третий вариант соответствия сути и формы. Ну, допустим, вот если вам показать на движущийся объект на небе, особенно похожий на тарелку, или висящий, то что это? Ну, солнце можно назвать. На тарелку. То есть тарелка. Да, а Тарелку. откуда я это знаю? Точнее, откуда у меня такая информация? Цвет разный. Цвет разный. Цвет неба один, цвет неба. Цвет тарелки другой. Да, но я назвал же это, допустим, не блюдцем, а тарелкой. Откуда знаю, что называют тарелка? Ну, какой-то образ из прошлого приходит. Да, но как этот образ вызывает именно слово тарелка? Или я вижу самолет и говорю, это самолет. Память есть. Да. Информация есть. Память об информации. То есть у меня есть набор информации, который я помню, и по требованию она ко мне приходит. А кто всем этим занимается? Будха. Он держит формы, он держит символы, названия, имена, слова. Он это все помнит, и в нужный момент мне это достает. А причиной это очертания, которые я вижу, различия, которые я вижу, формы, которые я вижу. И по этой форме он срабатывает. Форма самолета, сейчас достанем тебе слово самолет. Вот тебе слово самолет. Вот. То есть это связь между очертаниями, формой или различием и тут же вызываемым каким-то выражением это в виде слова, в виде формулировки, в виде предложения, символа, чего угодно. Вот. Он еще дает тут же выражение этих различий. Он это выражает. В целом вы объяснили очень хорошо. То есть я понял. Спасибо насчет Будхи. И осталось у нас Раху-кету. Раху-кету. Вы как сказали, вы, помню, какое-то видео сказали, что вроде не надо ими заниматься, они его на протяжении дня и так пробуждаются хорошо. Но тем не менее, я сижу в медитации и продолжаю работать с Раху-кету. Как это сделать? Ну, мы помним ключ. 7 грах, они концентрические, целостные, и дают мне как бы 7 моих я, 7 моих осознаний, но в едином целе. Просто Сурья самый глубокий, Будха самый поверхностный, но они сходятся в один центр. Это я в целом, целостный, ну как назовем, гармоничный, сбалансированный. Вот. Но помимо вот этого ощущения своей целостности, от глубины Сурьи до поверхности Будхи, у меня есть 2 других ощущения, которые меня растягивают, расстраивают, разносят и дают многообразие, разнообразие, безграничность жизни. И что-то меня уносит вперед, а что-то уносит назад. Вот помня этот ключ, как из 7 грах мы нашли еще 2, Раху впереди, Кету позади, мы находим любое то, что нас вызывает вперед. Допустим, если я хочу осознать, понять, что Раху есть, я смотрю вперед. Вот, ну, как бы смотрю вперед внутренним взором. А что впереди меня? И какое у меня ощущение от этого? И впереди меня что-то будет привлекательное, и это будет меня будоражить. То есть там мои планы, мои мечты, мои фантазии. У женщин больше фантазии, у мужчин больше проекты. Там мои перспективы. И какие они для меня? Но они меня притягивают. Я считаю свои перспективы притягательными. Даже когда все плохо, мне кажется, будущее более светлым. Я на это надеюсь, уповаю. Вот это ощущение надежды, вроде бы светлого будущего, вроде бы перспектив, привлекательных, притягательных. Это то, что меня влечет вперед. Вот такой самый простой способ прочувствовать Раху. То, что влечет меня вперед. Ну, грубо символически, это морковка, которой тянется ослик. Для человека это то, чем он мотивирован, как пряник. То, что его влечет вперед. Вот. Но в целостном смысле это бывает и что-то негативное, фантазии, ложные мечты, вот эти вот марни, девочи, мрии. А бывает что-то конкретное. Планы, перспективы, будущность. Хорошо, когда человека уводят в вымышленные миры, вот фильмы, игры, книги, он туда погружается в вымышленный мир. Это какая граха на него воздействует? Ну, конечно, Раху, это иллюзии. Любое, то, что не существует, создано Раху. Это и древние книги художественные, когда не было ни компьютеров. Человек читает художественную книгу, и он захватывается. Это Раху. Он смотрит пьесу, фильм, виртуальная реальность, компьютерные игры, социальные сети. Это реальность, которой нет. И чем она создана?
стихотворением, романом, компьютером, рисунком, неважно. Это иллюзорная реальность, которая имитирует ее наличие. То есть виртуальная, это означает, что ее нет, но мне кажется, что она есть. Вот. Поэтому у нас этого опыта много, нужно просто себе вспомнить, что есть более-менее адекватный раху, который меня иногда мотивирует больше, чем мангала, своей перспективностью и как бы, будущностью. Вот. И не поддаваться на того раху, который, наоборот, меня использует. Это вот такое прекрасное произведение Гоголя о том, как кузнец на черте слетал куда-то. Вот. И вопрос в том, я буду летать на черте или он будет на мне. И если я более осознанный, то я его перехитрю, и я буду им пользоваться. Если я менее осознанный, он будет мне нашептывать, и я под видом своих желаний буду выполнять его. Вот. Поэтому о существовании раху нужно знать, быть более осознанным, чтобы не поддаваться ему, а использовать его по назначению. Поэтому это казается какой-то абстрактной, но вот, допустим, у меня есть социальная сеть или Google поисковик. Я не захожу туда, чтобы почитать то, что мне там дадут. Потому что тогда он на мне ездит, он меня используется. А если у меня есть какое-то конкретное желание, найти этимологию слова, посмотреть какого-то конкретного человека, который мне важен, какая у него жизнь. То есть я захожу туда по своему осознанию, по своему, по своей нужде, по своей потребности. Делаю то, что мне нужно, и тут же выхожу. Тогда от компьютеров, от баз данных, от социальных сетей минимальный вред и есть некоторая польза. Вот, если я скажу, а что бы такое почитать? А как бы отвлечься от этой жизни? Как бы, есть такая болезнь, прокрастинация, да? Как бы испортить полчаса своей жизни? И там всегда найдется, чем ее испортить. Поэтому, чтобы он на мне не ездил, я имею какую-то цель, принимаю решение, захожу, делаю и выхожу. Тогда я езжу на вот этом вот черте и не позволяю ему мной пользоваться. А кету наоборот. Подробнее, еще раху обсудим, а потом перейдем к кету. В целом понятно раху и как он воздействует. Особенно в век компьютеров это очень понятно. Нам не практично. Вот практично, знаете, надеюсь, вы не были на тестировании, на аттестации у HR-ов, у работников отдела кадров. Но у них есть такой типичный и банальный вопрос. Каким вы видите себя в этой компании, допустим, через 5 лет? Нет, такого у меня не было. Да, и что человек начинает делать? Сказать правду, реальность, но она какая-то вообще неадекватная. Описать свои мечты, но это неадекватность с другой стороны. То есть, как описать какие... То есть, ребенка спросить, кем ты будешь, когда ты вырастешь? И он вам начнет расписывать там, а что это все? Иллюзия это все, не будет этого. Или кратковременно, вы едете в новое место, куда-нибудь отдыхать. Вы не были в Индии или в Грузии, и вас спросить, как там будет? И вы опишете очень четко, особенно если вы видели фотографии, вы заказали гостиницу, там какое-нибудь есть видео, да, полный обзор, да. Вы думаете, что это так будет. Приезжайте, а там все не так. Поэтому кем я буду через 5 лет, кем я себя вижу в этой компании, как это будет в этой стране, будет не так, как нам этот раху нарисует. Будет все совсем по-другому. Поэтому мы не уносимся вперед, мы не привязываемся к этим перспективам, мы не увязаем в будущих, в мечтах. Мы строим планы и стараемся им следовать. А будет так, как будет. Спасибо вам большое за ваши ответы. Кету понятно или подробнее его обсудим? Кету, в принципе, то, что вы написали в книге, в целом понятно. Как кету тащит назад, как кету погружает в прошлое, человека уводит от проживания данного мгновения. То же самое, как и раху, только с знаком минус. Да, но от раху может быть огромная польза. Это перспективность, это воодушевленность, это страстное движение вперед, очень активное, мощное. Эти все первопроходцы, пионеры, в хорошем смысле слова, они мощно двигались вперед. Ученые многие этого набираются силы и совершают открытия. И от кету бывает много пользы. Допустим, те уроки, которые я прошел, тот опыт, который я получил и который для меня ценен. Предки мои, которые являются моим прошлым и мне помогают. Мои традиции, традиционные знания, моя консерватизм, традиционность в хорошем смысле этого слова. Это все позади, это может быть
ценной опорой. Предки могут очень помогать, особенно если я к ним обращаюсь, их благодарю и так далее. То есть, вот знаете, как вот, когда у вас сзади рюкзак, и там есть паспорт, деньги, нож, там фонарик, набор инструментов, запас еды, там чурчхела, вы чувствуете себя гораздо увереннее. У вас есть багаж, и вы с ним не пропадете. Потому что у вас есть что-то за спиной ценное. Немного тянет. Да, опора, но не снизу под ногами, а сзади. Немного тянет, тяжело нести, но лучше нести. Это багаж, который иногда стоит носить. И кету может быть очень положительным. Прошлое, на которое можно опереться. Вынесенные уроки, осознанные события, полученные знания, традиционность. Поэтому кету мы не будем обижать. Он тоже может быть очень ценным, полезным, как любая игра. Спасибо вам за ответы. Благодарю за вопросы, очень интересные, немного необычные, но все равно ценные мне как сказать. Сказать, что не автору. удается все это прочувствовать, но, по крайней мере, как вы сказали, у каждого учителя можно что-то взять свое из того, что понял. Вот. И, по крайней мере, с опытом Грах я хоть что-то понимаю и буду брать это на вооружение. Но раз Раша не так получилось, то что ж поделать. Надо принять. Да, давайте вы сейчас пока тут сразу не принимайте окончательное решение. Вы напишите организаторам, особенно Тамаре. Марафон, он был как бы не совсем академическим или обучающим. Он больше был таким как бы вот общением, беседа за чашкой чая. И поэтому там не было даны специальных упражнений, как медитаций. Вот. Сейчас же мы обсудили грахи, но это больше интеллектуальный подход, рациональный. А нам нужно было сейчас на них помедитировать, чтобы мы это прочувствовали. И тогда у многих людей, у которых есть сомнения, эти бы сомнения сразу же ушли. То есть это как вот сурья – это суть, и сейчас мы ее почувствуем. Сурья – это сознание, и сейчас мы будем его осознавать. И потом, да, так я его еще и почувствовал. Это совсем другое. Вот. И там на марафоне было мало практики. Только вот в первый день, и то небольшая, вы можете ее переслушать. Но кроме того, есть у нас другие марафоны или видеозаписи по Раши. Там, где это дано уже более систематично, напишите организаторам, они дадут вам секретные ссылки или как-то записи, вы их послушаете, и после этого будете принимать окончательное решение. Вот. Но что я могу сейчас сказать, что у вас же есть способности. Ну, способности, да. Я не понимаю, как их соотнести. Да. У вас есть способности. Это ваш потенциал выполнять некоторые функции. И вот если взять все способности, которые у вас есть, и начинать классифицировать, то получится 12 типов способностей. То есть, почему возникло вот именно 7 плюс 2, 9 грах? Есть силы, на которые нас влияют. И нас влияют разные силы. Голод, радость, счастье, любовь, ненависть, потребности. И потом начали древние мудрецы силы классифицировать. И сказали, что все силы можно поделить на 9 типов. 8 недостаточно. Какую-то силу никуда не вставим. А 10 лишнее, потому что это как вот принцип Акамы, лишнее мы какую-то всегда в 9 вложим. Говорят, что есть 9 сил, которые влияют на человека, которые описывают его состояние, там, устремление. И вот все мы живем под влиянием 7 плюс 2, 9 сил. И в системном анализе это 9 принципов, по которым работает любая система. То есть если мы что-то в системе ищем как проблему, это будет отсутствие или слабость на каком-то одном из 9 принципов. И 10 не нужен, а 8 не хватит. Вот, поэтому, если вот у вас есть много времени и желания, и вы исследователь по природе, вы можете классифицировать свои способности и начинать их как бы систематизировать по типам и посмотреть. Может быть, у меня есть 2 типа способностей, допустим, абстрактные и конкретные. Может быть, 3, высшие, средние, низшие. Может быть, 4, допустим, связанные с мышлением, связанные с решением, связанные с материализацией и связанные с внешними взаимодействиями. Может быть, у вас 6 типов способностей, а может быть 12. Вот. И в какой-то момент вы увидите эту систематичность способностей, то есть функций человека. Вот. И пройдете тот путь, который прошел мой учитель, мне его передал. Или путь тех древних авторов, да, которые описали, что ну вот такая систематизация, такая классификация, и она реально работает. Вот. Второй вариант – это просто начать применять в жизни практически. Допустим, там
Хорошо, я просто пока запомню интеллектуально, что голова для понимания, но я этого не чувствую. И попробую применять практически. И читая карты рождения, свою, чужие, давая консультации, в какой-то момент вы скажете, да, это работает. Почему, я не знаю, но это работает. То есть вот два вам предложения. Либо исследовательский, через собственное познание, систематизацию знаний, накопление и сравнить свои выводы с теми, что вам дают, как вот готовую систему знаний. Либо начать его практически применять, не вдаваясь в понимание принципов и закономерностей, по которым он работает, и перепроверить на практическом применении. Вот. И не забудьте спросить секретные записи о функциях человека. Хорошо, спасибо. Я попробую и потом уже сделаю окончательные выводы. Прекрасно. Еще вопросы есть или уже будем завершать? Нет, на сегодня вопросов нету. Спасибо вам большое за информацию. И я вас благодарю за нетипичные, но очень ценные и полезные вопросы. Они мне важны как автору. Когда у меня будет следующее издание книги, я туда добавлю какие-то вещи, которые мне казались, что там не нужны. Теперь я знаю, что нужно добавить в книгу, чем ее расширить, дополнить. Тогда на этом на сегодня прощаемся. Вас благодарю за интерес, живой интерес, за понимание. Благодарю организаторов за организацию. И, как всегда, самая большая благодарность моему наставнику и учителю Олегу Бокачеву. До следующей встречи. До свидания. Всего хорошего.